Всем привет, с вами снова Наташа, и в этом видео я расскажу о том, как мы съездили с семьей в Дубай. Напомню, жили мы в Эмирате Рас-эль-Хайма в отеле Smart Line. Кому интересно, об этом есть отдельное видео. Ну а сейчас я расскажу о том, как мы съездили на экскурсию в богатый город. Если вам интересно, продолжайте смотреть. От нашего отеля мы добрались до Дубая примерно за 45 минут. Ехали мы на машине с индивидуальным гидом. Экскурсия обошлась нам в $180. Кому нужны контакты, обращайтесь. Кстати, сначала мы хотели поехать на экскурсию в Дубай с нашим туроператором, но мест нам не хватило. Впрочем, впоследствии мы об этом ничуть не пожалели. Все-таки с индивидуальным гидом гораздо удобнее. Мы распоряжались своим временем, как хотели. Что же мы посетили? На самом деле мест достаточно много, и я даже позволю себе немножко подсмотреть. Это башня Бурдж-Халифа, океанариум. Потом мы доехали до района Дубай-Марина. Далее по списку была Дубайская Венеция, отель Парус. Позже Пальмовый остров, отель Атлантик и, наконец, поющие фонтаны. Но список действительно, скажем так, не маленький, поэтому не будем терять время, обо всем по порядку. Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире. Его высота 828 метров. И, конечно, мы не упустили случая подняться на смотровую площадку. Вот здесь важно. Если вы не в составе группы, а едете самостоятельно, необходимо заранее покупать билеты на башню на официальном сайте. Из-за того, что все билеты были раскуплены, нам пришлось отложить экскурсию на день. Мы выбрали самый бюджетный вариант – общий вход, а есть для ВИПов, и смотровая площадка на 123 этаже. Это обошлось нам на двоих примерно в 7000 рублей. Ну а теперь о впечатлениях. Перед тем, как вы подниметесь на лифте, вам необходимо отстоять огромную очередь таких же желающих подняться на смотровую площадку. Мы были в обеденное время, стояли полчаса. Скажем так, если вы с маленьким ребенком на руках, то эти полчаса для вас как целая жизнь. К тому же коридоры, ведущие к лифтам, узкие, поэтому побегать вашему малышу просто негде. Но не будем о грустном. Самое интересное начинается, когда вы наконец доберетесь до лифта. Быстрый подъем, уши немного закладывает, но никаких неприятных ощущений. И, наконец, сама смотровая площадка. Многолюдно. Правда, сложно насладиться красотой, когда вокруг столько людей. Все пытаются продвинуться ближе к стеклам, фотографируются. На смотровой площадке время не регламентировано. Нам хватило полчаса, чтобы все посмотреть. Потом вы встаете в очередь, чтобы спуститься обратно. Нам повезло, нас заметил служащий, что мы с маленьким ребенком, и он пропустил нас без очереди. Но в целом, по мне, это того не стоит, хотя моему супругу понравилось. Да, я поставила галочку, что там была, но во второй раз ни за что туда бы не пошла. После Бурдж-Халифа мы пошли гулять по торговому центру. Там есть океанариум, можно побродить с внешней стороны, а можно купить билет и насладиться всей красотой сполна. Мы не стали заходить внутрь, а вот ребята из нашего отеля, с которыми мы познакомились позже, там были с 5-летним ребенком, и им очень понравилось. Так что, может, и мы в следующий раз туда заглянем.
Следующая наша остановка – район Дубай-Марина. Там находится одна из самых фешенебельных пристаней для яхт в мире. Еще этот район называют Дубайским Монако. В Монако не была, так что ничего по этому поводу сказать не могу, но район стоит того, чтобы там побывать. Рукотворный залив, полностью искусственная пристань, небоскребы вокруг – необычно. А если начать осознавать, что еще 20 лет назад там ничего не было, кроме пустыни, то по ощущениям, будто ты высадился на Марсе. Советую там побывать. Посетив Дубай, мы поняли, что город вообще любит копировать. Там можно найти не только дубайское Монако, но и дубайскую Венецию. Приятный район, только опять же многолюдный. Там можно погулять, посидеть в кафешках и, конечно, то, ради чего все туда приезжают – полюбоваться на еще одну достопримечательность Дубая – отель «Парус». Конечно, проход к нему для непостояльцев закрыт, но вот сделать фотки на фоне паруса вполне можно. Еще одно место в Дубае обязательное к посещению – насыпной пальмовый остров. Вы попадаете туда, проехав по туннелю, который проложен прямо под морем. Если бы нам об этом не сказали, мы бы и не поняли. Так вот, на внутренние лепестки острова проезд закрыт, так как там живут разные богачи. Кстати, там есть виллы и у наших звезд. А вот на внешней стороне острова может побывать любой желающий. Когда вы там находитесь, у вас нет ощущения, что этот остров рукотворный, только понимание этого. Можно пофоткаться с видом на дубайское Майами, небоскребы на берегу. Тут снова, как вы понимаете, без копирования не обошлось. И отсюда же открывается вид на нефтяные вышки, как ответ на немой вопрос, откуда столько денег у Эмиратов. Картина наглядная. На этом же острове находится знаменитый отель «Атлантик». Мы не стали там делать остановку для фото, зато доехали до скульптуры «Табун золотых лошадей». Они расположены у входа в отель «Аль-Каср», можно сказать, являются визитной карточкой этого отеля. Главная особенность скульптур в том, что все они покрыты настоящим золотом. Мы сделали там несколько фоток, но было не очень комфортно там находиться, поскольку этот табун со всех сторон окружен дорогой, и все водители считают своим долгом посмотреть на нас. Хотя все это скорее предрассудки, не более того. И, наконец, то, ради чего стоит ехать в Дубай, это шоу поющих фонтанов. Проходит оно у небоскреба Бурдж-Халифа. Шоу бесплатное, проходит, по-моему, каждые полчаса. Мне кажется, это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому наслаждаемся. يعطيك علم مأكد عن خوافيها انشد عن الدار اللي يعلم خصايصها يعطيك علم مأكد عن خوافيها انشد عن الدار اللي يعلم خصايصها يعطيك علم مأكد عن خوافيها. Это была наша экскурсия в Дубай. Надеюсь, видео было вам полезным. Если остались вопросы, то обращайтесь, с удовольствием на них ответим. Ну и, конечно, подписывайтесь, ставьте палец вверх и все прочие премудрости. Пока-пока!